Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Я приступаю к вязанию жилета крючком, узором ажурные соты. А в видео до этого я показывала, как вязать такой узор. Он очень простой и в то же время очень интересный. Так смотрится узор снизу вверх, но так он смотрится в поперечном направлении. То есть если вязать модель в поперечном направлении, то получаются вот такие вертикальные волны с ажурным рисунком. Получается воздушное, легкое полотно. И я думаю, такие вещи будет очень комфортно носить. Например, как жилет. Во-первых, он будет и утеплять вас в прохладное время, и в то же время в нем не будет жарко. Я уже связала спинку жилета по своим размерам, выполнила проймы, вырез для горловины по спинке. Все это вязала с укороченными рядами, одновременно выполняла с основной частью низ пышной резинкой. Тоже покажу, как вяжется этот узор. И он хорошо сочетается с вот этими ажурными сотами. И получается вот единое полотно. Смотрится гармонично. И в принципе мне понравилось вязать жилет таким узором, так как этот узор легко читается. По ячейкам можно посчитать, сколько выполнено раппортов в ширину, сколько связано, сколько петель. В общем, все это легко просчитывается, и также в ширину по ячейкам можно считать. И здесь я вам тоже буду рассказывать, сколько набирала петель для начала вязания, как делала прибавки и убавки для вывязывания проймы и для вывязывания горловины. Буду вязать жилет с треугольным вырезом. Вот здесь я нарисовала такую примерную модель, как выкройку, и также указала мерки детали, которую я уже связала спинку. Ну а перед будет, конечно, вязаться точно так же, как и спинка, с теми же мерками, только буду выполнять треугольный вырез. Но он, в принципе, вывязывается очень просто. После того, как я свяжу перед и спинку, конечно же, я буду обвязывать проймы и вырез планочкой. И тоже буду показывать, как сделать такую обработку. Итак, я вяжу жилет на 48 размер. Ориентируюсь на объем обхват груди и бедер, примерно 98-100 сантиметров. И в ширину у меня получается вещь 53 сантиметра. То есть здесь спинка в ширину 53 сантиметра. В высоту деталь получается примерно 57 сантиметров, то есть спинка. Если вы хотите, если вам будет жилет коротковат, то, конечно, вы можете здесь спокойно связать и длиннее жилет, просто выполнив вот это вот расстояние. Здесь у меня 30 сантиметров до проймы. Можно связать длиннее, связав больше раппортов в этом месте, то есть в начале, в самом. А также смотрите на глубину проймы. Здесь у меня пройма не очень глубокая. Можно для жилета выполнить пройму и глубже. И здесь у меня, если считать от низа проймы до верха плеча, у меня здесь 21 сантиметр. Вот. И по ширине, смотрите, если считать все и убавления, и вот здесь я провязывала низ проймы несколькими рядами прямо узор, то здесь у меня получается 8-8,5 сантиметров. Если вам нужно связать жилет на больший размер, то есть на больший объем, шире, то вы можете здесь связать еще несколько рядов, что вот это вот расстояние будет у вас чуть больше, на 1, 2, 4 сантиметра, допустим. И наоборот, если вам нужно связать
чуть уже жилет, то здесь вы можете, в принципе, связать один ряд и сразу перейти вот к этим прибавкам, вырезу вот этого, точнее вот к вот этой извилистой линии, к вывязыванию проймы до плеча. И затем уже выполнять пройму на высоту. Также, если вам нужно связать на меньший размер, вы можете связать меньше рядов вот при вязании плеча. И смотрите по ширине выреза для горловины. Здесь у меня 20 сантиметров. Хотите выполнять вырез шире, то здесь вы можете связать больше рядов. Я думаю, все, кто вязал вещи в поперечном направлении, знают технику эту вязанию. Ну а кто не вязал, конечно, нужно научиться этой технике вязания, понять ее принцип и желательно, конечно, вначале связать обязательно образец вязания. Переходите по ссылке, подсказке или под видео, свяжите образец узора и по плотности вязания рассчитайте, сколько вам нужно набрать петель для начала вязания и сколько примерно вязать рядов. Друзья, для начала вязания жилета я набрала 79 воздушных петель. И смотрите, цепочка воздушных петель гораздо длиннее, чем боковая сторона уже связанной детали. Поэтому не рассчитывайте на то, что вы наберете сразу цепочку воздушных петель на нужную длину детали, так как плотность вязания при провязывании узора существенно изменится. И еще забыла сказать, что раппорт вязания узора у нас 6 петель в ширину. Значит, вы можете набирать вот верхнюю, то есть точнее для основного узора петли кратно 3. То есть можно заканчивать ряд на половине раппорта. Итак, у меня 10 получается петель для вязания резинки и 69 петель для вязания основного узора. И смотрите, кончик начальной цепочки располагается внизу и направление вязания цепочки к пройме. И я первый ряд, получается как ряд, я провязываю как начальный ряд и выполняю его просто для основного узора глухими или соединительными столбиками, плюс 1 петля подъема, и провязываю 69 петель вот глухими столбиками, а последние 10 петель буду вязать другими столбиками для вязания узора пышной резинки, и покажу, как их вязать. Итак, я провязала 69 глухих столбиков. И по сути начальный ряд мы вяжем по изнанке, и формируется вот такой узор пышной резинки тоже при вязании изнаночных рядов. У меня осталось до конца цепочки 10 столбиков, и на этих 10 столбиков я буду вывязывать пышную резинку. И сразу при вязании изнаночных рядов перехожу на вязание полустолбиков. Но полустолбики необходимо вязать для резинки так. Делаем накид на крючок, вводим крючок в полупетельку и сразу провязываем накид и петлю с крючка. Еще раз покажу. Делаю накид, вводим крючок в полупетельку. Обычно мы захватываем еще раз нить, но здесь мы сразу провязываем. И тогда будет пышная резинка. Итак, провязываю 10 полустолбиков, и этот ряд, получается, как начальный ряд, закончится. Полустолбики для резинки. Теперь поворачиваю работу и сейчас начинаю вязать первый ряд узора, и это первый лицевой ряд. 1 петля подъема. Вначале вяжем резинку по лицевой стороне, и по лицевой стороне резинка вяжется обычными глухими столбиками. Вводим крючок за вторые полупетельки и провязываем 10, получается, глухих столбиков.
Закончив вязать столбики для резинки, далее перехожу на узор ажурные соты. И здесь идет повтор раппорта узора. 3 воздушные петли, делаю на крючок накид, отсчитываю 3 петли по ряду, в четвертую ввожу крючок, за вторую полупетельку и провязываю обычный полустолбик. После еще 2 глухих столбика. И повторяю. 3 воздушные петли, отсчитываю 3 петли по ряду, полустолбик и 2 глухих столбика. Итак, провязываю этот ряд до конца, и далее изнаночный ряд вяжутся все столбики основного узора, это глухие столбики, как в видео вязания узора, и последние 10 столбиков это полустолбики, как я показала. Перехожу на следующий этап вязания жилета. Начинаю вывязывать пройму с помощью удлинения рядов в узоре. И покажу сейчас, как это делать. Вначале расскажу, сколько рядов я провязала под проймой. Здесь вы этот параметр можете изменять, связать вот это расстояние шире, если вам нужно получить больший размер, либо уже меньше рядов связать. Смотрите, здесь я пока связала, у меня в узоре 1, 2, 3, 4. То есть каждая ячейка, это значит провязано 2 ряда. То есть у меня здесь провязано 8 рядов. И вот 9 ряд я вяжу, получается 9 лицевой ряд. И начинаю удлинять ряды для вывязывания вот такого изгиба для проймы. Буду делать прибавки по 3 петли на пол раппорта узора каждый ряд. И здесь у меня 1, 2, 3, 4 таких будет ряда с прибавками. А следующий ряд уже будет на полную высоту проймы до плеча. Итак, как делать прибавки? Вот посмотрите, я довязала до, получается, последней петли ряда и набираю еще дополнительно 3 воздушные петли. Далее поворачиваю работу и вяжу изнаночный ряд. Делаю, как всегда, одну петлю подъема и здесь провязываю по набранным 3 петлям 3 глухих столбика. И дальше тоже согласно узора мы вяжем по всем петлям глухие столбики. Итак, вяжу я такие глухие столбики до низа, до резинки. Резинку тут выполняю полустолбиками, поворачиваю работу, и в следующем уже лицевом ряду прибавленные вот эти петли будут у меня включаться в узор. То есть здесь уже будет провязана новая ячейка, и еще делаю прибавление. Сейчас я вяжу уже следующий ряд лицевой, то есть 11 ряд, который тоже должен удлиниться на 3 петли. И вот смотрите, я довязала узор до предыдущих рядов, до низа проймы. И далее включаю в узор прибавленные петли. После вот 3 столбиков набираю 2 петли воздушные, и затем из 3 петельки делаю столбик без накида. То есть точно так же, как мы завершаем вот вязание ячейки в конце ряда. И делаю прибавку. Набираю 3 воздушные петли, удлиняю уже этот ряд. Поворачиваю работу, 1 воздушная петля и провязываю глухие столбики по набранным 3 петлям и далее как по основному узору. И получается, что у меня образуются вот такие вот ступеньки из-за этих прибавок. И я вывязываю 1, 2, 3, 4 такие ступеньки. Далее уже делаю прибавку на всю высоту плеча.
Продолжаю вязание. И сейчас я связала от боковой стороны 16 рядов. Это легко посчитать по ячейкам. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 полных ячеек. Каждая ячейка провязывается узора за 2 ряда, лицевой и изнаночный. И вот уже 17 ряд, лицевой ряд. Я вяжу, формирую ячейки и довязала уже до последней петли, последнего ряда, там где делала прибавки по 3 петли. И сейчас буду вывязывать уже пройму на всю длину. И здесь я прибавляю в этом ряду еще 33 петли. То есть буду уже вязать жилет на всю высоту. Набираю также 33 петли. Кстати, здесь вы можете набирать больше или меньше петель. Смотрите, здесь у меня пройма будет от низа до верха плеча 21 сантиметр. Если вы хотите сделать пройму глубже, то вот этот параметр набирайте больше. Можете набирать 36, 39, то есть кратно 3, любое количество петель. И тогда у вас будет и пройма шире, и, естественно, и изделие тоже получится длиннее. Так как я набрала 33 петли, здесь, смотрите, тоже цепочка воздушных петель гораздо длиннее, чем далее связанный узор получается. И следующий изнаночный ряд точно так же поворачиваю работу, 1 петля подъема, и вяжу здесь по набранной цепочке глухие столбики. И далее по узору тоже идут глухие столбики. И только в следующем лицевом ряду начинаем вывязывать узор с ячейками уже на всю длину жилета от низа до верха плеча. И так я буду вязать плечо на всю длину. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть 16 рядов я вывязываю ширину плеча. Здесь вы тоже можете менять этот параметр. Если вы хотите связать шире изделие, то здесь можете тоже добавлять ряды. Итак, я вяжу плечо на нужную мне ширину. И далее начинаю вывязывать вырез для горловины. И тоже покажу как. Дорогие рукодельницы, я довязала переднюю сторону жилета до начала вывязывания выреза горловины. И так как у меня уже спинка связана, я знаю, на сколько рядов, какой ширины у меня будет вырез горловины. Здесь я уже посчитала по спинке, у меня вырез горловины вывязывается на 18 рядов. Количество получается 18 ячеек, если вот посчитать по узору, не 18 рядов. Конечно, количество рядов будет в 2 раза больше, так как каждая ячейка вывязывается за 2 ряда, лицевой и изнаночный. Количество рядов должно быть четным. И здесь, смотрите, для формирования выреза по спинке я вязала 2 укороченных ряда и сокращала их на 3 петли. То есть здесь первый ряд, не довязывая 3 петли, я развернула работу и провязывала ряд в обратную сторону. И еще раз на 3 петли укоротила ряд. И далее вязала прямо. И последние 2 ряда тоже вот прибавила 3 петли, провязала обратно и еще 3 петли. И далее уже переходила тоже на вязание узора прямо для второго плеча. Так я вывязала вырез по спинке. У меня он на глубину примерно вот 3 сантиметра. Для передней стороны я буду вывязывать глубокий вырез. И здесь я буду делать укороченные ряды, укорачивая их на 6 петель. И буду формировать треугольный вырез. То есть здесь где-то вот по центру будет самый низ, пик выреза. И как рассчитать, на какую глубину у нас получится вырез. Смотрите, каждый ряд я буду сокращать ряд на 1 раппорт, то есть на 6 петель. Можно сокращать либо на 3, либо на 6, чтобы у нас
не сбивался рисунок. И вот я довязала ряд, здесь осталось 6 петель. Далее поверну работу и буду вязать обратно. Следующий лицевой ряд тоже не довязываю 6 петель, получается, и провязываю ряд обратно. И таким образом, так как у меня ширина провязывается 18 ячеек, значит, я 9 лицевых рядов буду убавлять вот так на 6 петель ряды. И значит, смотрите, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот такой глубины, чуть ниже проймы, у меня будет вырез. Вот если посмотреть, то вот так вот он будет идти. Вот такой глубины. Конечно, здесь еще будет планочка для обвязки, которая тоже немножко уменьшит глубину. Но я думаю, мне такая глубина будет достаточно. И далее вторую сторону выреза горловины я буду прибавлять по 6 петель. То есть вяжем в зеркальном отображении вторую сторону выреза горловины. Дорогие друзья, я довязала вырез по передней части до самой низкой точки. Укороченные ряды делала меньше на 6 петель каждый лицевой ряд, не довязывая 6 петель до конца ряда. И у меня здесь, посмотрите, получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ступенек. И уже получается следующий ряд. Здесь я вяжу и начинаю делать прибавление. Для прибавления я набираю 6 воздушных петель, поворачиваю работу, плюс 1 петля подъема. И здесь по набранной цепочке, как и ранее, провязываю в изнаночном ряду глухие петли. По основному узору тоже будут идти глухие петли. Внизу резинка, и уже в следующем лицевом ряду здесь по добавленным 6 петелькам уже провязываю узор ячеек и вновь набираю новую ступеньку 6 воздушных петель. Итак, я вяжу вторую половину выреза, далее вяжу плечо на то же количество рядов, то есть второе плечо у нас по ширине одинаковое. И после уже буду вывязывать вот этот вот тоже закругление по пройме, провязывая ряды на ту же длину меньше. И тут по 3 петельки мы будем убавлять каждый ряд. И под проймой тоже количество рядов, что и в начале вязания. Итак, после того, как я закончу вязать переднюю часть, приступаю к сборке жилета. Дорогие рукодельницы, я практически довязала жилет. Спинка у меня была связана, я довязала вторую сторону передней части, вырез горловины, выполнила плечевые швы, боковые швы выполнила, и вот уже обвязала одну пройму. Выбирала, каким способом сделать обвязку, поперечной резинкой, но все-таки выбрала вот такую вот планочку, связала. И такой же планочкой буду обвязывать, естественно, и эту пройму, и вырез горловины. Покажу, как я буду это делать. И уже, конечно, я примерила жилет. По низу идет вот такая пышная резинка. Здесь вот такой объемный, но ажурный узор. Мне очень понравился, как смотрится. Жилет свободно сидит. Он такой легкий, воздушный и прекрасно комбинируется с любыми видами одежды. Конечно, я покажу вам готовый результат. Друзья, начинаю обвязывать вторую пройму и покажу вам коротко, как я это делаю. На крючке делаю начальную петлю и затем присоединяю вязание в самом низу проймы. Выполняю соединительный столбик, а после 3 воздушные петли для
получается, петли выполняете на ширину планочки. То есть, если вы хотите связать планку шире, то набираете больше петель. Далее вяжем из второй петельки, получается первая петля как петля подъема. Из второй петельки вытягиваем петлю на крючок. Вот из самой первой петельки вытягиваем петлю на крючок. И далее из кромки основной детали еще одну петлю вытягиваем на крючок. Далее провязываем по 2 петли. 2 петли провязали зараз, еще раз 2 петли и еще раз 2 петли. Начинаем вязать второй ряд. Здесь не делаем петли подъема, сразу вводим крючок за первую вот вертикальную полупетельку и прокалываем полотно насквозь. С обратной стороны подхватываем нить и вытягиваем петлю на крючок. То же самое за вторую горизонтальную ниточку вкалываем крючок и вытягиваем еще одну петлю на крючок. И из кромочной петли следующей вытягиваем еще одну петлю. Далее вновь провязываем по 2 петли в обратную сторону. 1, 2, 3, за 3 раза. И уже переходим к вязанию с третьего ряда. Также вот вы видите, идут горизонтальные ниточки. За первую горизонтальную ниточку вводим крючок и с обратной стороны захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю на крючок. За следующую и вытягиваем петлю на крючок. Если вы набирали больше петель, то вы вытягиваете из всех горизонтальных петель необходимое количество новых петель на крючок. И уже после того, как вы подойдете к кромке вязания, вытягивайте из кромки еще одну петлю на крючок. И затем провязывайте по 2 петли. Все петли с крючка. И вот уже идет начало планки. И таким образом обвязываем планкой весь край проймы. И после того, как планочку вот я вяжу, получается, по пройме по кольцу, и конец вязания планки сомкнется с началом, здесь выполню небольшой шовчик, и все, одна пройма будет завершена. И перехожу к обвязке горловины. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать жилет. И у меня был заключительный момент — обвязка горловины. И я ее решила обвязать в той же технике вязания планки, как и проймы. Но здесь я обвязывала проймы шириной планочкой на 3 петли, а здесь на 6 петелек. Начала вязать вот от уголка, от одной стороны набрала петли, причем даже не набирала цепочку воздушных петель, сразу по краю для планки набрала 6 петель по первой ступеньке и начала выполнять планку. Обвязывала планку по кругу, и при завершении вязания планки, смотрите, она у меня уходит за начало планки. И здесь я ее пришила к другой стороне треугольного выреза. И в принципе мне понравилось, как смотрится эта планка. Она плотная, ровная и красиво обрамляет вырез. И вот в принципе и эта планка сочетается с обвязкой пройм. Мне очень понравился такой способ. Первый раз попробовала и думаю, буду применять такой способ вязания планки для обвязки любых вещей с треугольным вырезом. Смотрится очень аккуратно. И все, мой жилет готов. Теперь я буду его примерять. Он мне получился довольно свободный. Даже на 50 размер, такой как оверсайз получился. Но мне очень нравится. Очень удобный, уютный. И в нем не жарко за счет такого ажурного узора. Я надеюсь, вам был понятен мастер-класс. Вы свяжете себе такой же красивый, уютный жилет и будете его с удовольствием носить.
Дорогие рукодельницы, не забудьте поставить лайк. Спасибо за внимание. До новых встреч!